Друзья, приветствую вас! Мы продолжаем наше исследование. Мы познакомились со структурой миров. Это будет в дальнейшем очень важно для нас. Ну а сейчас мы возвращаемся к нашему человеку, то, что непосредственно ближе к нам. И мы продолжаем, да? Мы уже знаем о том, что человек наш взял начало путешествия свое от Бога. Он проходил, скажем так, необходимый такой процесс погружения до материального мира, там, где он уже воплотился человеком. Разные религиозные направления и культуры по-разному относятся к, скажем, понятию реинкарнации. И я понимаю, что у некоторых может быть некие такие, скажем так, сомнения насчет этого повода там и так далее. Но я на практике знаю, что это происходит. И отрицая это понятие, ни одно учение, ни одна религиозное писание не может ответить на много вопросов того, что происходит вокруг, что происходит с человеком. У меня были эти вопросы, и я нашел ответы на эти вопросы, поэтому и хочу поделиться этими ответами. Итак, наш человек здесь воплощается, живет, реинкарнируется, уходит из физического плана, возвращается. Это все происходит до определенной точки, до точки, когда человек приходит в соответствие и возвращается к своему источнику, к своему божественному состоянию. И некоторые духовные учения об этом говорят, это подтверждают, но у меня всегда возникал вопрос, надеюсь, у вас он тоже возникает, это для того, что для чего это все? Вот действительно, мне, например, рассказали, что я пришел от Бога там и так далее, а потом я задаю вопрос, хорошо, если я пришел от Бога, и мне суждено туда вернуться, зачем мне кинули сюда, да, в этот мир тяжелый с этими вибрациями, зачем меня кинули вот это все, где происходят войны, где происходит какая-то нужда, недостаток во всем, где элементарно нужно платить за коммуналку, да, где я не могу просто сесть в лотосе, сидеть и возвращаться к Богу, потому что ко мне постучат. И одни люди, приходя к этому вопросу, кто-то все бросает, уходит в горы, там в монашество, кто-то говорит, на Бога надейся, а сам не плашай, поэтому надо решать вопросы семьи, жизни, а там как-то оно будет. Но на самом деле ответ этому есть. И я очень надеюсь, что подобные вопросы у вас возникали, потому что если не возникали, то значит вы и не интересовались по сути духовной вашей природой и стремлению к началу развития. Либо же, что еще, скажем так, влечет за собой еще более тяжелое следствие, вы просто слепо верили, отрицая все логические вопросы, отрицая все происходящее. И такая вера, как правило, скажем так, вера фанатического такого характера, разной степени фанатизма, но слепая вера, которая не получает ответов на логические вопросы, где там очень часто там это действительно
так, когда говорят, вот, не поверишь, не увидишь там. Согласен. Но, друзья, у меня есть ответы на эти вопросы. Поэтому я и записываю это видео, чтобы все, кто ищут эти ответы, могли обрести их и дальше идти уже не слепо доверяясь кому-то, чему-то, тыкаясь с закрытыми глазами во все окружающее, а уже с полной ясностью, с полным пониманием, откуда и до чего они пришли, следовать дальше. И в следующих наших видео мы переходим к непосредственному изучению уже более детальному формированию человека и человечества, и плавно будем отвечать на эти вопросы. Благодарю вас, что дошли, скажем так, до этой точки. Далее будет не менее интересно, а может даже и более, особенно если у вас такие вопросы были. Продолжим дальше. До встречи.